Трудно поверить, но факт. Volvo XC90 уже почти десятилетие удерживает свои позиции на рынке без кардинальных изменений. Да, шведский премиум-кроссовер по-прежнему радует элегантным дизайном снаружи и стильным интерьером. Но разве не хочется чего-то свежего? И вот хорошая новость. Volvo полностью обновила XC90 к 2025 модельному году. Этот легендарный семиместный флагман стал еще лучше. Он сохранил свою репутацию одного из самых безопасных автомобилей, а заодно приобрел новые технологии и модернизированный дизайн. Теперь плагин гибридный XC90 способен проехать до 70 км на чистой электротяге. Отличный показатель для ежедневных поездок без капли бензина. Однако за все новое, как известно, приходится платить. Цены на обновленный XC90 выросли примерно на $1000, а стартовая стоимость модели теперь начинается от $58 450. Но разве это не справедливая цена за уровень комфорта, безопасности и инноваций? Новый Volvo XC90 встречает будущее с обновленным и современным дизайном, который подчеркивает его уверенность и премиальный статус. Экстерьер теперь еще сильнее акцентирует движение бренда в сторону полной электрификации, а ключевые элементы перекликаются с инновационным стилем полностью электрических моделей бренда. Самые заметные изменения сосредоточены на передней части. Новая решетка радиатора отказалась от привычных вертикальных ламелей в пользу стильных диагональных линий, что придает автомобилю более динамичный облик. Привлекают внимание и переработанные фары с фирменным молотом Тора, которые теперь органично сливаются с более широкой решеткой. В сочетании с полноразмерным нижним воздухозаборником и вертикальными декоративными элементами этот образ выглядит мощно и современно. Внешний вид дополнен слегка измененными крыльями и капотом. Задняя часть тоже преобразилась. Фонари теперь затемнены, а новый дизайн бампера акцентирует внимание на чистоте линий, убирая фокус с выхлопных труб. Явный намек на будущее без выбросов СО2. Дополняют облик стильные колесные диски, которые также являются новыми с размером от 20 до 22 дюймов, которые придают автомобилю солидности и утонченности. Обновленный Volvo XC90 2025 года – это не просто крупный премиальный кроссовер, а настоящий мастер трансформации и технологий. Его внушительные габариты говорят сами за себя. Длина 4953 мм, ширина 1931 мм, высота 1771 мм, а колесная база растянулась до 2984 мм. Но впечатляет не только размер, а и его функциональность. За третьим рядом сидений кроется багажник объемом 356 литров. Этого достаточно для нескольких чемоданов. Если же сложить галерку, пространство вырастает до 1008 литров. А при необходимости максимальной загрузки со сложенными сидениями второго и третьего рядов, кроссовер готов предложить внушительные 1854 литра. Для гибридной версии цифры немного скромнее – 262 литра за третьим рядом, 640 литров с убранным третьим рядом и 1816 литров при сложенных сиденьях. Также стоит отметить, что Volvo XC90 продолжит оснащаться высокотехнологичной адаптивной пневматической подвеской, которая может отслеживать состояние дороги до 500 раз в секунду, автоматически регулируя клиренс от 185 до 245 мм. О возможностях этой подвески с новыми амортизаторами мы расскажем чуть позже, ведь она заслуживает отдельного внимания. Обновленный Volvo XC90 предложит три версии – B5, B6 и T8, каждая из которых оснащена полным приводом и восьмиступенчатым автоматом. Все модификации используют 2-литровый бензиновый турбомотор с поперечным расположением. Модель B5 оснащена 4-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 250 лошадиных сил, в то время как версия B6 увеличивает мощность до 300 лошадей. Обе версии комплектуются 48-вольтовой литий-ионной батареей и стартер-генератором, что позволяет сократить выбросы и расход топлива на 15%. Расход топлива у B5 составляет 10,7 литра в городе и 8,7 литра на трассе, у B6
11,8 литра в городе и 8,7 литра за городом. Для тех, кто ищет больше мощности, топовая модель T8 – это подключаемый гибрид с бензиновым двигателем мощностью 310 лошадиных сил и электромотором на задней оси, который добавляет еще 145 лошадей. В сумме это дает 455 лошадиных сил и 700 ньютон-метра крутящего момента. Батарея емкостью 18,8 кВт-часа, из которых доступно 14,7, позволяет двигаться исключительно на электротяге до 72 км. Встроенное зарядное устройство мощностью 6,4 кВт требует 3 часа, чтобы зарядить батарею до 100%. При использовании обычной розетки зарядка занимает 7 часов. Разгон до 100 км в час занимает 5,5 секунды, а средний расход топлива составляет всего 3,6 литра на 100 км. После того, как батарея разряжается, расход топлива увеличивается до 8,6 литра, а запас хода 800 км без учета на электрической тяге. Если вы планируете использовать Volvo XC90 для буксировки лодок, прицепов или других крупных грузов, важно учитывать, что не все версии этого кроссовера могут справиться с максимальной буксировочной нагрузкой 2250 кг. Модели B6 и T8 справляются с этой задачей без проблем. Однако базовая версия с 250-сильным двигателем B5 ограничена буксировочной мощностью 1800 кг. Так что при выборе модели важно заранее определиться с максимальным весом, который вам нужно будет перевозить. Весной 2024 года Volvo сделала решительный шаг в сторону экологического будущего, окончательно отказавшись от дизельных двигателей. Символом завершения этой эпохи стал кроссовер XC90, который оказался последним дизельным автомобилем бренда. Теперь подвеска автомобиля получила обновление с применением новых амортизаторов с частотно-селективным демпфированием, которые, по утверждениям Volvo, значительно улучшают как комфорт, так и управляемость. Эти амортизаторы способны адаптировать свою жесткость в зависимости от типа воздействия на колесо. Если автомобиль сталкивается с резкими и сильными ударами, демпфирование становится жестче, чтобы предотвратить удары и обеспечить стабильность. А вот при мягких и медленных неровностях подвеска становится более гибкой, что позволяет улучшить комфорт. В результате удается использовать более мягкие пружины как спереди, так и сзади. В то время как передний стабилизатор поперечной устойчивости стал немного жестче, что положительно сказалось на управляемости. Флагман с пневмоподвеской способен не только адаптироваться к условиям дорожного покрытия, но и значительно улучшить комфорт при движении вне города. В зависимости от ситуации машина может опуститься на 20 мм или подняться на 40 мм, обеспечивая оптимальную проходимость и стабильность. Важно, что модернизация пневмоподвески и адаптивных амортизаторов – это опция, доступная за $1800. Также важно отметить, на высоких скоростях заметно улучшена аэродинамика. Некоторые элементы кузова дополнительно изолированы, что позволяет минимизировать шум от ветра и дороги. В обновленном салоне XC90 2025 года царит дух современного скандинавского дизайна, который идеально сочетает элегантность и функциональность. Новый интерьер предлагает комфорт на 6 или 7 пассажиров с передней частью, выполненной в стиле минимализма и чистоты линий, характерных для скандинавского стиля. Приборная панель теперь оснащена 12,3-дюймовым экраном с улучшенной графикой, а мультимедийный дисплей увеличился до 11,2 дюйма вместо 9 у предшественника, а также еще более глубокую интеграцию с сервисами Google. Центральная консоль стала еще более удобной с дополнительными решениями для хранения, отвечая на пожелания владельцев. Дизайнеры также добавили новый кристальный переключатель передач, который стал ярким акцентом в интерьере, а беспроводная зарядка для телефона расположена прямо перед ним. Эргономичные сиденья гарантируют максимальный комфорт каждому пассажиру, а также предлагают подстаканники и USB-C разъемы для удобства использования гаджетов. В шестиместной версии второго ряда сидений появились подлокотники и подогрев, что добавляет еще больше удобства в дальних поездках. Интерьер был переработан с акцентом на премиальные материалы.
Декоративные панели теперь выполнены из переработанных материалов с текстурированным покрытием, а для любителей настоящего качества доступен вариант с кожей напа. Окружающее освещение теперь подчеркивает великолепие отделки из ясеня, создает ощущение еще большей роскоши ночью. Звук в обновленном XC90 также не оставит равнодушным. Стандартная аудиосистема с 10 динамиками и мощностью 220 Вт звучит чисто и насыщенно. Для истинных меломанов доступны премиальные системы от Harman Kardon на 14 динамиков и 600 Вт, и Bowers & Wilkins на 19 динамиков и 1410 Вт, которая считается одной из лучших в своем классе, обеспечивая акустическое воспроизведение, близкое к сценическому, концертному залу или джазовому клубу. Усиленная шумоизоляция делает музыку еще более четкой и выразительной, создавая атмосферу полного погружения. Новый флагман Volvo, как и все модели бренда, известен своей исключительной безопасностью. Этот автомобиль оснащен передовыми системами защиты, включая инновационный каркас безопасности и широкий спектр функций активной безопасности. Благодаря интеграции радара и передней камеры, XC90 может самостоятельно обнаружить, если водитель случайно выезжает на встречную полосу. В такой ситуации автомобиль оперативно вернется на свою полосу, предотвращая риск столкновения. Кроме того, автомобиль использует систему торможения и активного управления, чтобы избежать аварий с другими транспортными средствами, пешеходами, велосипедистами или даже крупными животными. Этот кроссовер с гордостью сохраняет репутацию бренда, который всегда ставит безопасность на первое место. Модель 2025 года получила высший рейтинг по безопасности – 5 звезд в общем зачете. Она продемонстрировала отличные результаты: 5 звезд за фронтальный краш-тест, 5 звезд за боковой краш-тест и 4 звезды за тест на опрокидывание. XC90 продолжает укреплять позицию Volvo как одного из лидеров в автомобильной безопасности, обеспечивая водителей и пассажиров уверенностью и комфортом на дороге. XC90 2025 года уже доступен для заказа, и первые поставки начнутся в начале 2025 года. Эта модель предлагает широкий выбор конфигураций, которые подойдут под любые предпочтения и требования. Вы можете выбрать из гибридных силовых агрегатов B5, B6 и T8 с подключаемым полным приводом, которые доступны в комплектациях Core, Plus и Ultra. Однако стоит учесть, что подключаемый гибрид доступен только в комплектациях Plus и Ultra. Что касается цен, то базовая версия B5 Core стартует с $59 тысяч, а топовая версия с гибридом T8 в комплектации Ultra обойдется $81 тысяча и выше. Новый XC90 воплощает уверенность и стиль. Этот гибридный флагман стал одним из самых популярных автомобилей в своем классе на протяжении многих лет и продолжает быть любимцем клиентов, отмечает Джим Роуэн, генеральный директор Volvo Cars. Независимо от того, что вы цените больше всего – комфорт, простор, роскошь, универсальность или же гибридную экономичность, XC90 предложит все это в идеальном сочетании. Этот автомобиль действительно объединяет лучшие качества, которые ожидаешь от премиум-кроссовера, предлагая комфорт и стиль в каждой детали. Спасибо, что посмотрели наше видео. Нам важно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в центре автомобильных новинок и не пропустить новые видео. Ваши лайки и подписки – это то, что вдохновляет нас создавать еще более интересный и полезный контент для вас. Оставайтесь с нами и давайте вместе следить за всеми актуальными событиями в мире автомобилей.